женской тюрьме одна за другой беременеют заключенные. Когда охрана решает провести расследование и выяснить причину, все приходит в ужас. Доктор Элизабет уставилась на монитор ультразвукового исследования широко раскрытыми глазами. Более чем за 10 лет работы врачом она видела много странных вещей, но это было совершенно неожиданно. Изображение на экране УЗИ было четким и не вызывало сомнений, и ее разум отчаянно пытался найти логическое объяснение тому, что она видела. Когда Элизабет наконец смогла придумать, что сказать, она позвала женщину-охранника, которая ждала у двери. «Мэдисон, не могла бы ты позвать начальницу? Скажи ей, что это срочно», — спросила врач, пытаясь сохранить профессиональный тон, но в ее голосе явно слышалась тревога. Мэдисон нахмурилась, но не стала задавать вопросов. Она просто кивнула и быстро ушла, чтобы позвать начальницу. Пока они ждали, Элизабет обратилась к пациентке, молодой женщине по имени Хиллари, которая беспокойно сидела на каталке и нервно постукивала пальцами. В ее глазах читалось то же замешательство, что и у Элизабет. «Доктор, я многого не понимаю, но эта штука на экране — это действительно то, о чем я думаю». Хиллари запнулась, не в силах закончить предложение. Элизабет сделала глубокий вдох и подтвердила. «Да, Хиллари, ты беременна, но вопрос в том, как. Как ты забеременела здесь, в этом месте? Пожалуйста, объяснись. Мне нужно понять, как это произошло». Хиллари опустила глаза в пол, пытаясь избежать вопроса. Ее дискомфорт только усилился, когда дверь открылась. И Саманта, заведующая отделением, вошла в палату с серьезным выражением лица и твердыми шагами. Саманта была смущена, увидев выражение дискомфорта на лице врача. «В чем дело, Элизабет? Что происходит?» — спросила Саманта, переводя взгляд с Элизабет на Хиллари, пытаясь понять серьезность ситуации. Элизабет указала на монитор УЗИ, который все еще был включен. «Вот смотрите», — сказала врач, уже предвкушая реакцию. Саманта подошла, и ее глаза расширились, когда она увидела изображение. «Нет, этого не может быть. Она беременна? Но как? Она уже третья на этой неделе», — недоверчиво спросила Саманта. Доктор и заведующие обменялись взглядами, в которых отразились одинаковые сомнения и растерянность. «Это серьезно, Саманта. Мы не можем просто сидеть здесь и ничего не делать. Что-то происходит», — сказала Элизабет. Саманта провела рукой по своему усталому лицу, явно пытаясь переварить информацию. В женской тюрьме, где они работали, были чрезвычайно строгие правила. Интимные свидания были запрещены, а контакты с внешним миром контролировались. «Это невозможно. Здесь женщина никак не могла забеременеть», — сказала Саманта, качая головой. «Но вы правы. Прямо у нас под носом происходит что-то очень нехорошее». Хиллари, молодая заключенная, молча слушала разговор. Доктор посмотрел на нее с серьезным выражением лица, и она начала нервно говорить. «Хиллари, я спрошу тебя только один раз», — сказала Элизабет, стараясь, чтобы ее голос звучал спокойно и мягко. «Как ты забеременела? Кто отец ребенка?» Хиллари вспотела и сжала кулаки, пытаясь придумать ответ. «Я не знаю, как это случилось», — сказала она дрожащим голосом. «Я ничего не делала, клянусь. Я не знаю. Пожалуйста, не спрашивайте меня больше». Элизабет и Саманта обменялись многозначительными взглядами. Что-то было не так. Молодая женщина явно что-то знала, но отказывалась говорить. Надзирательница, которая и без того была в нетерпении, скрестила руки на груди и приблизилась к Хиллари, как будто одним своим присутствием могла добиться ответа. «Послушайте, Хиллари», — твердым голосом начала надзирательница, «ты третья женщина, которая забеременела здесь и только за эту неделю, а это значит, что в исправительном учреждении что-то происходит, и нам нужно знать, что и как. А теперь расскажи нам, как ты забеременела». Хиллари отшатнулась, пораженная внезапным столкновением.
«Я сказала вам, что не знаю и не хочу больше об этом говорить», сказала она, резко поднимаясь с каталки, явно потрясенная давлением. Прежде чем они успели остановить ее, Хиллари вышла за дверь в сопровождении охранника, снова оставив доктора и надзирателя без ответа. В течение следующих нескольких дней напряженность в тюрьме усилилась. Саманта решила созвать совещание из тюремного персонала, чтобы обсудить подозрения и попытаться найти новые улики. Собравшиеся в небольшом конференц-зале сотрудники службы безопасности и другие сотрудники внимательно слушали рассказ Саманты о ситуации. Мэдисон, одна из надзирательниц, ответственных за заключенных, почесала затылок, прежде чем сказать: «Я провожу весь день с этими женщинами и никогда не замечала ничего подозрительного. Они проводят день в кафетерии или во внутреннем дворе, занимаясь своими домашними делами. Я не понимаю, как они могли забеременеть». Элизабет согласилась. И здесь не разрешены интимные свидания. Контакт всегда контролируется. Все отслеживается камерами. Это делает ситуацию еще более странной. В комнате повисла тяжелая тишина, пока другой охранник, Мария, не сказала: «А что, если это не кто-то со стороны? Что, если это кто-то из тех, кто работает с нами?» Саманта переглянулась с Элизабет. Идея была тревожной, но в ней был смысл. «Как вы думаете, может ли быть вовлечен сотрудник? Я никого не обвиняю, но мы не можем исключить такую возможность. Возможно, кто-то воспользовался перерывом в работе, чтобы встретиться с женщинами подальше от камер», осторожно предположила Мария. Саманта приняла это предложение к сведению. Но все сотрудники службы безопасности, а также другие уборщицы и работники столовой — женщины. Единственный мужчина здесь — мистер Алекс. В комнате воцарилась еще более глубокая тишина. Никто не осмеливался обвинять старика в подобных вещах. Он был хорошо известным, добрым и харизматичным джентльменом. Мистер Алекс был охранником, стоявшим у ворот при входе в исправительное учреждение, и за те 20 лет, что он там проработал, он почти не общался с заключенными. По крайней мере, так все думали. В голове Саманты зародилось сомнение, и она решила просмотреть все записи с камер наблюдения за последние несколько месяцев. Позже в комнате наблюдения Элизабет и Саманта просмотрели все записи, какие только могли. Они осмотрели каждый коридор, каждый угол в поисках чего-нибудь, что могло остаться незамеченным. Работа была изнурительной, но необходимой. Во время одной из таких записей Элизабет заметила нечто необычное. На кадрах видно, как Хиллари, последняя заключенная, которая забеременела, выходит из одной из дверей в коридоре, а прямо за ней следует мистер Алекс. Они вдвоем вошли в другой коридор, где были туалеты и куда камера не могла попасть, и через несколько минут вернулся только мистер Алекс. Все здесь казалось очень подозрительным. Зачем он пошел в туалет с заключенной? У него есть ванная в караульном помещении, сказала Саманта. Как вы думаете, может ли он быть ответственен за все это? Элизабет спросила, не скрывая своего волнения. Никто из них не хотел верить, что мистер Алекс может быть тем, кто виноват во всех этих беременностях. Но он был там единственным сотрудником мужского пола, и подозрение пало на него. Прежде чем делать поспешные выводы и обвинять кого-либо в чем-то столь серьезном, начальница решила, что лучше всего поговорить с мистером Алексом. Но, к ее удивлению, он был в отпуске. Известие об отпуске мистера Алекса сняло с него все подозрения, поскольку старик отсутствовал уже почти месяц, когда появилась беременная Хиллари. Это означало, что он никак не мог быть отцом ребенка. Все снова зашло в тупик. Но когда Саманта начала копаться глубже, она обнаружила нечто еще более тревожное. Все женщины, которые забеременели, за последние месяцы были госпитализированы в тюремный лазарет. Все они были пациентками одного человека — доктора Элизабет.